вот русский сидит на печи, ничего не делает. Это будущее, это не город, это вообще будущее. Что у вас ассоциируется с Ираном? Там мужья хорошие. Красавица, как дела? Очень противно было. Но все-таки я помылся. Как повлияли санкции на Иран? Ты отключен от всего мира. Ну, только денег не хватает. В чем сила, брат? Разве в деньгах? Русские очень сурово выглядят. Все думают, что вы дураки. Ой, ой. Ага. И Что вы на это скажете? живем. Расскажи, как отреагировали твои родители на твой выбор? Родители, конечно, были против, сказали, что почему тебе 30, Шахрияр, почему ты хочешь уехать из страны? Здесь же здорово, все у тебя налаживается. Но я сказал нет. Если я пропущу эту возможность, я до конца жизни буду жалеть. Шахрияр, первый раз ты приехал в Россию 2 года назад. В общей сложности ты живешь уже здесь более года. Сегодня мы с тобой попробуем разобраться, насколько этого времени достаточно, чтобы интегрироваться в русский мир и в российское общество. Мы поговорим о твоей жизни в Иране, сравним ее с жизнью в России и прогуляемся по этому прекрасному Нижнему Новгороду. Поехали? Поехали. Скажи, пожалуйста, я по тебе соскучилась. دلم برای تو تنگ شده. Нам говорили, что русские все суровые, русские не хотят выходить на контакт ни с кем. Если задать какой-то вопрос русскому человеку, он может просто тебе не отвечать, он может просто проходить мимо. Я первый день в Москве я хотел найти KFC. И просто вот мои руки трясли. Я подошел к молодому человеку и спрашиваю: молодой человек, извините, а где KFC? Он так добродушно мне отвечал, что вообще, вот я думал, господи, почему мои преподаватели все так говорили, что они суровые, они никому не отвечают. Я думал, что может это первый раз, второй раз, третий раз, 10-й раз, 40-й раз. Ничего не было. Расскажи, как ты оказался в России? Я хотел вообще-то испанский учить. А мой отец советовал, сказал, что раз ты любишь все языки, давай выбери русский, почему бы и нет. Тем более, Россия вот рядом с Ираном, и отношения налаживаются. Я сказал, ну хорошо, поступил в университет. А потом появилась такая возможность, называется Россотрудничество. Это сайт, в который ты можешь выложить свое резюме, свою информацию. И государство России выбирает того, кто достоин для этой стипендии. Я получил эту стипендию и приехал сюда. Ну, честно говоря, я хотел в Москву поехать. Но оказалось так, что я в анкете ошибся. И из-за того, что вот у меня направление гуманитарное, я выбрал 2 первых университета, технические университеты.
То есть у нас в сайте нам давали 6 выборов на университеты. Вот по порядку я написал, вот хорошо, 2 университета в Москве, а потом в Нижнем Новгороде, а потом дальше не помню, потому что неважно было. Нижний выбрал, потому что Нижний вот совсем близко к Москве. Так что я ошибся, но сюда приехал. Я не жалею вообще. Это вот великолепная возможность. Это моя жизнь, честно говоря, кардинально изменилась. Так, мы приехали в общагу. Это общежитие, в котором я живу. Так, это одно крыло, это другое. Там я живу, здесь. Вот очень классно. Я хотел показать. Вот, смотри. Здесь небольшой зал и очень много окон. Я здесь всегда сижу, веду уроки по персидскому языку. И очень много знакомств здесь. Я просто вот, когда у меня нечего делать, я просто здесь сижу, очень много студентов тут здесь сидят, занимаются, и я начинаю с ними разговаривать. А сколько всего здесь вот ребят живет в общежитии? В общаге, по-моему, 1000 человек. Так, это кухня в нашем крыле. Вот. А это общий холодильник, в котором все хранят свои вещи, с наклейками просто. Вот мои вещи там. И очень вот бывает, что кто-то крадет. Тебе пропадали продукты? Да, конечно, молоко. Я один раз, я помню, что молоко купил, вот очень я пить хотел. Я вот обычно вот вместо воды молоко пью. Я поставил и сходил в душ. Я потом хотел вот спокойно пить вот полную бутылку молока. Я подхожу и вижу, господи, куда пропало? То есть буквально за час уже... Буквально за меньше, буквально за 20 минут. Это не оно? Да Не нет. вернули? Нет. Ну слушай, ну... Здесь морозильник. Ой. Мороженое. Ну, снова кисломолочка, да? Кисломолочка, яйца, чем студенты питаются. Да. Плита уже 2 месяца не работает. Есть другая кухня на другом крыле. Вот. Кухня закрывается в 24 часа. 24 часа, да. Вот здесь уже вот эта плита. Уже, да. Вот эта плита работает, слава богу. Один холодильник нерабочий, другой рабочий. Вот. Я думаю, что вот общая кухня это хорошо. Почему? Потому что это очень хорошее место для того, чтобы с другими людьми взаимодействовать. Я почему сюда приехал? Я приехал сюда для того, чтобы улучшить свой русский язык. И поэтому я всегда на кухне знакомлюсь с людьми. Просто так вот начинаю разговор. Я же иранец, я всегда вот открыт для всех. И поэтому начинаю. Привет, как дела? Ты откуда? И всем интересно, я откуда. Почему я так хорошо на русском разговариваю? Я не хочу сказать, что у меня русский вот хороший и так далее. Нет, но все равно. Ты иногда, наверное, даже немножко принижаешь свой русский, чтобы комфортно было другому человеку, да? Есть такое? Иногда есть такое. Я так понимаю, что основная твоя работа — это уроки фарси? Да. Это перевод и вот уроки. То есть ты участвуешь в мероприятиях как приглашенный переводчик? Да. А если сравнивать твою зарплату в Иране и здесь, как она изменилась? Здесь немножко меньше. Но здесь жизнь, понимаешь, как-то по-другому. Я работал в Иране, но не спеша. Я работал всегда. Вот здесь я с 7 утра на ногах бегаю туда-сюда до 12 вечера. Это немножко сложновато здесь. Вот я понимаю, что все русские вот такие, несмотря на стереотипы, которые говорят, что вот русский сидит на печи, ничего не делает и так далее. Нет, я вижу, что нет. Пашут все русские каждый день. Очень сильно, сильнее нас. Вот ты получаешь еще стипендию дополнительно? Я стипендию получаю. Сколько у тебя стипендий? Это смешно. 2000 рублей в месяц и 1800 я плачу за общежитие. Когда я был в Иране, я заходил в магазин, я смотрю на товар, смотрю, вот интересно, беру, на цену не смотрю, вообще не смотрю. Но здесь приходится смотреть, сколько это стоит. 200 рублей? Может, поменьше найдем? Моя стипендия как раз. Да? Стипендия как раз, да.
Я помню, один раз у меня мыло закончилось. И не было времени для того, чтобы зайти в другой магазин и купить мыло. Я Мгм. зашел в магазин неподалеку от общаги. Там было два выбора. Одно мыло стоило 300 рублей. Я думаю, господи, 300 рублей за мыло? Вот такое мыло? И другое 50 рублей. Я говорю, ну ладно, давай 50, ничего страшного. Я взял, купил, вернулся в общагу, я открываю мыло и даже не представляешь, чем пахло. Пахло свининой. Вообще свинина. Это вообще вот противно было. Да, очень противно было. Но все-таки я помылся. Зачем ты взял хозяйственное мыло? Потому что я сказал, что 300 рублей за мыло я не готов платить. Но в Иране я был готов платить, потому что у меня вот тогда с средством все было нормально, отлично даже. Вот сейчас я понимаю, что вот я только что приехал, я еще студент и так далее. Но все налаживается, я в это верю. Я верю, что если человек хочет, если человек способный к развитию, он может добиться того, что он хочет. В этом блоке живут девушки. Мгм. В этом блоке только мужчины, парни. Мгм. То есть они вместе не могут. А в но этом блоке, в смысле, вот это вот это этот блок это называется, всё. да. Вот эти Две комнаты, две комнаты две комнаты и ванна, ванная это комната. блок. Да. А там следующий Там то блок же самое. только... То же самое, только девушки там живут. Это мой блок, это моя комната. Ой, Юсов спит. Вот. Это моя кровать, это игрушка, которую мне подарили на день рождения. Я родился 9 мая. Мгм. Да, я не знаю, вот девушки, подруги мне подарили. Ну, мне очень нравится. Ну, ты знаешь, да, что это акула из Икеи? А курязике нет, не знал. Я Вот, просто знаю, что... это просто сейчас очень большой дефицит у нас. дефицит. Да, потому что Икеи нету. Ну, в Икее они стоили там порядка там 500 рублей, а сейчас продают прям за несколько тысяч. Да, значит, они очень много денег Ну, это потратили. это инвестиции, да. Мне подарили вот эти ребята картинки, которые вот сами нарисовали. Это я, это моя подруга Маша, это Патя. А, это вот друзья твои, Это мои друзья, да. Мы здесь познакомились. Здесь вот мои посуды, мои вещи, книги, вот флаг, Мгм. который я привез из Сочи. Флаг Ирана очень жаль, что из Ирана я не привез с собой. Здесь Мгм. я не могу никак найти. То Я, есть- я хотел вот большой флаг Ирана и большой флаг России совместно вот здесь, сюда повесить. Продукты тоже, вот вещи, вот дезодоранты и витамины и так далее. Витамины, кстати, я из Ирана привез, потому что Ух ты. здесь очень дорого, очень дорогие у вас витамины. Я эту упаковку купил, если в рублях, получается 120 рублей. Но здесь Это это как витамин С минимум уже. 600 рублей. Да, это мой чемодан маленький. Еще есть другой чемодан под кроватью. И там недавно сестра мне отправила посылку. Я точно не Ого. знаю, что осталось. Ну, кое-что, конечно, осталось. Ух ты. Вот. Это орехи, фисташки. Иран, как знаешь, в Иране очень много фисташек, и они очень вкусные. Красота. Вообще просто. Там написано Махбану, это один Ну, это, магазин. знаешь, это прям целое состояние. Мгм. Они же очень дорогие. Здесь очень дорогие. Очень Здесь. И вот это мы называем лавошак. Я не помню, как называется по-русски. Это из фруктов готовят. Это Пастила. Круто. Это называется гяз. Это сладости из города Исфахана. Это очень вкусно. Ух ты. Покушай. Вот. Вот. Это мое любимое печенье. Называется сагаталай. Это очень вкусно. Солбеталой. Сагаталай. Солгеталой. Да. Этой буквы Г у вас в алфавите нету. Живет у вас здесь, получается, 3 человека, да? Это Мексиканец, Здесь мексиканец живет. африканец. Почему у тебя, кстати, кровать не около окна? Мне сложно рядом с батареей сидеть. Я выбрал именно эту кровать.
Но меня не хватает, знаешь что? Солнца. Здесь А. солнце редко бывает. Я Мгм. помню, что на протяжении 2 месяцев здесь вообще не лучше, не было ничего. Я помню, в один день появилось солнце, я прям выскочил из общаги, и я стоял перед солнцем и прям наслаждался. Расскажи немножко про свой родной город. Я родился на севере Ирана, на побережье Каспийского моря. И там климат очень похож на климат в Сочи. Мгм. А как город твой назывался? Город называется Бобульсар. В Иране не одно и даже не два имени, а иногда встречаются даже люди с 3 именами. Расскажи про свои имена и как их правильно произнести. Отец хотел меня вот назвать вот Шахрияр, именно Шахрияр. Ему отказали, сказали, что нет, мы не можем, потому что это имя ассоциируется с шахом. А отец разозлился, сказал, что давай, напиши Мухаммад Реза. Мухаммад Реза это имя последнего шаха Ирана. И они не могли ничего сказать, потому что это почти вот арабское имя. У меня полное имя Мухаммад Реза Назари Гисавандани. Мухаммад Реза это имя, Назари это фамилия. Гисавандани это что-то похоже на отчество, но это обычно определяет профессию твоего деда. Или вот там, где он родился, вот 200 лет назад, 150 лет назад. Это профессия в итоге у тебя? Не-не-не, Гисавандан это маленькая поселка на севере Ирана. Но есть другое имя. С детства почему-то мама меня называет Даллас. Почему-то. Я у нее вот несколько раз спрашивал, она говорит, я не знаю, слушай. Но может это похоже на Дадаш. Дадаш это братан, вот ласкательная форма слова брата. Но мне так кажется, не знаю. То есть у меня 3 имени. Шахрияр, Мухаммад Реза, Даллас. А твоя мама знала, что Даллас это город в Америке, в штате Техас? Потом она поняла. Я ей сказал, что слушай, Как это она отреагировала? город. Никак. Она все-таки мне звонит и говорит, Даллас, Коджай. Это значит, Даллас, ты где? А как папу зовут? Его звали Казем, но после того, как он женился на маме не понравилось это имя. И попросил, чтобы он поменял свое имя в паспорте даже. То есть сейчас он просто Али. Просто маме не понравилось Маме не имя папы, понравилось, и он да. поменял имя? Да. Такое возможно? Бывает, почему бы нет. Офигенная погода сегодня. Да. Что, давай тогда Солнечно. по Нижнему прогуляемся? Давай прогуляемся. Я обожаю гулять. Слушай, а институт у тебя далеко находится отсюда? Да нет, 5 минут пешком от общежития. Это главный вход нашего университета. Вот, то есть 3-й корпус. И здесь, в нашем университете, Алексей Балабанов учился, Да. чьи фильмы я обожаю. Вот «Брат 1». В чем сила, брат? Разве в деньгах? Брат говорит, что в деньгах. Но я думаю, что нет. Здорово, ты прям цитируешь этот фильм. Конечно, я фильмы «Брат 1», «Брат 2» и «Сестры» смотрел. Ну, именно ради Сергея Бодрова я ездил в Санкт-Петербург для того, чтобы побыть в тех местах, где он снимался. Вау. Вау, да. То есть там было кафе, там было мост, там где рядом с мостом он ждал брата и так далее. Очень прикольно. То есть ты путешествовал по киноместам. Да, Так, ну что, давай зайдем. пойдем. Расскажи, чем занимался в Иране? По профессии я архитектор. Несколько лет я работал, уже переехал в Тегеран, я уже снял себе квартиру маленькую и начал работать по профессии. А потом работал на Гранд-базаре, то есть в Тегеране есть Гранд-базар. Там я работал, еще таксистом в Тегеране работал. То есть у меня вот очень много работ были. Потому что я сам себя не знал. Я не знал, что я хочу по жизни. Вот я так думаю, что мужчины все до 25 не понимают, что хотят.
Мне стало 26, я уже в то время понял, что я хочу, что я должен делать по жизни, и поэтому сидел еще раз. То есть я квартиру обратно сдал, вернулся на север к родителям. Там буквально 9 месяцев, каждый день по 10 часов я читал, готовил себя к экзамену. Поступил в университет, а там начал еще учиться. Через 1,5 года я уже был готов принять заказы. То есть письменные заказы, маленькие заказы по переводу и так далее. И там потихонечку я Переводы начал на русский работать. язык. Перевод на русский язык, Мгм. да, с русского на фарси. И именно в то время я опубликовал свою первую книгу. Это называется «Мороженое в вафельных стаканчиках» Мария Ботева. И издательство очень быстро нашел. Всем была интересна русская литература. И я опубликовал. А как ты вышел на автора? Как вообще к тебе пришла У нас, в голову у нас такая идея? авторских прав у нас в Иране нет. То есть ты перевел книгу, ты ее опубликовал. Что ты заработал? Очень забавно. Это моя первая книга была, и вознаграждали мне 15 книг. То есть вместо зарплаты мне дали просто 15 Экземпляров. своей книги, да. А потом была вторая книга. Потом была вторая книга. Я думал, раз уж это моя первая книга, потому что вот это моя первая книга, никто мое имя не знает, никто меня не знает вообще. Может, со следующей книги все станет лучше. Я начал переводить книгу «Мальчик и тьма». Это фэнтези, это Сергей Лукьяненко написал. Это, опять же, для подростков. Я перевел уже, вот последние 50 страниц уже был в Москве, когда переводил. Закончил, но я ищу издательство. Мне предложили за полную книгу, если в рублях, 10 тысяч рублей. Я сказал, слушайте, нет, я предпочитаю вот эту книгу зажечь, а не за такие деньги. Почему такие небольшие деньги и вознаграждения? Из-за того, что Иран это не страна, в которой читают книги? Это первая причина и главная причина. И Мгм. вторая причина это заключается в том, что меня никто не знает. Насколько сложные буквы в персидском алфавите? Честно говоря, не очень. Они простые. Они похожи на русские буквы. Есть несколько букв, которых нету в русском языке. Например, буква Х. Это не Х, это Х. Например, меня зовут Шахрияр. Вот правильное произношение это Шахрияр. Но русские меня называют Шахрияр. Да, еще есть ударение. Ударение мы обычно, вот в 90% случаев, мы ставим в конце. То есть суши, то есть Владимир, Анастасия. Вот так мы говорим обычно. А теперь расскажи по поводу русского алфавита. Какая буква тебе сложнее всего далась? Самая сложная буква «ый». Знаешь, как нас учили? Нам говорили, что вы знаете, что такое харакири. Харакири это в Японии, если человек хотел себя убить, он берет меч и вот так в свой живот. Да. Нам говорили, что бейте, пожалуйста, в живот, и тот звук, который издается, это звук «ый». Смотри. «Ый». «Ый». Вот. Даже подумать никогда не мог, что так сложно все. Это сложно. И еще вот, например, буква Л, да, у нас твердой Л нету. Мы всегда говорим ле. Вот, это в зависимости от местоположения, вот в русском языке это отличается. Например, сказал, все иранцы как-то говорят сказали. Какой совет ты можешь дать людям, которые хотят изучить иностранный язык? Может, есть какая-то методика, которая, знаешь, универсальная? Конечно, есть много методик, очень много, но
Одна из самых важных — это слушание. Это то, что вы слушаете каждый день. Вы сейчас, вот, допустим, моете посуду, да? Включите, пожалуйста, вот подкаст, пусть говорит. То есть просто впустить иностранный язык в свой быт. В свой быт, да. Подсознательно ваш мозг привыкает к новому языку. Сколько тебе времени понадобилось, чтобы изучить русский язык? Честно говоря, я сейчас думаю, что у меня русский не очень. Так Вот что до твоего уровня. до моего уровня уже 4,5 года. Ты закончил архитектурный университет. А как ты выбрал его? Мне советовали, что выбери то, что хочешь, но связано с инженером. Почему инженер? Почему тебя склоняли к инженерной специальности? Работа не ручная, ты сидишь за компьютером и работаешь, и получаешь вот деньги хорошие. Потому что папа, извините, я перебиваю, потому что папа занимался и сейчас занимается отоплением. То есть он всегда своими руками. Он не хотел, чтобы и его сын тоже вот, загрязнил свои руки. Он хотел, чтобы я сидел в кабинете, в костюме. А какая самая высокооплачиваемая работа в Иране? Сейчас, Да. если у тебя собственный бизнес, то есть покупаешь, продаешь, все. Особенно, когда ты покупаешь в другой стране и продаешь. Конечно. Из Китая покупают и в Иране продают. Может, ты просто заказываешь вот свои товары из Гранд-базара и продаешь в своем маленьком городке. Ну, то есть продаешь с накруткой. Да. Ты работал, знаю, коммерческим специалистом. Да, я был специалистом по транспортировке. То есть эта компания собирал вот железо, которое вот никому не нужно, и отправляли в Индию. Там в Индии уже вот тут готовый блок железных готовили и обратно в Иран продавали. Расскажи про особенности офисной жизни. Ну, обычно вот такое, что с 8 до 4 или 8 до 5 ты все это время находишься в офисе. И у тебя нет возможности выйти, ты не можешь. Вот ты можешь, конечно, в месяце 2,5 дня отпуск взять. Это оплачено. То есть тебе по-любому работодатель должен дать вот эти дни. Если ты не берешь, то в конце года рассчитывается и деньги тебе дают. Ты не можешь вообще сказать, что вот в этом году я не буду отгул взять и 28 дней или 14 дней подряд взять отпуск для того, чтобы уехать из страны и знают где-то отдыхать. Так вот обычно не согласятся. То есть у вас 6-дневная рабочая неделя и плюс 2,5 дня в месяц, которые можно взять. А, например, если ты не взял в этом месяце, в следующем можно 5 дней взять? Нет. Нельзя? Нет, То есть у нельзя. тебя всё... То есть это накапливается. Они превращаются в деньги потом в конце года. Да. И с субботы начинается новая рабочая неделя. Суббота это шамбе, да. Шамбе это первый день рабочей недели. Расскажи, какая средняя зарплата по стране? Средняя зарплата по стране сейчас почти 20 тысяч рублей. Декрет, пособие, пенсии, все есть в Иране? Все есть в Иране. То есть человек должен отработать 30 лет. То есть если человек 27 лет или 26 лет отработал и он хочет выйти на пенсию, он может, в принципе, оставшиеся годы покупать. То есть у вас выход на пенсию не зависит от возраста Не человека, зависит. а именно от количества трудового стажа. Да, да, Допустим, я в 20 лет пошел на работу, в 50 я уже могу выйти на пенсию. конечно. О, наш. И что, он идет до главной улицы, получается? Да. Трамвай ты прокатился первый раз в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде, Ну, да. как? Мне было очень интересно вот сесть в трамвай, в поезде, в принципе, и по городу кататься. А здесь, когда первый раз зашел в метро в Нижнем Новгороде, первый раз я зашел в Москве, В Москве. ты удивился?
Удивился. Я уже слышал, что в Москве вот эти станции метро очень красивые. Я Да. прям удивился. И понимаешь, я чувствовал какой-то запах в метро в Москве. В метро вот, Нижнего Новгорода тоже какой-то особенный запах есть. Я не понимаю, я не могу определить какой, но есть какой-то. А стоимость проезда в общественном транспорте в В Тегеране? Тегеране в метро ты платишь почти 4 рубля. Сейчас ты сколько заплатил за трамвай? Я 30 рублей. А какие ты видишь возможности для развития в России для себя? Для себя, вот в первую очередь, я вот сюда приехал, знаешь почему? Есть две причины. Первая причина — это улучшение русского языка. То есть я хочу прям, как носитель русского языка, на этом прекрасном языке разговаривать. И другая причина, это заключается в том, что, слушай, мне 30 лет. Я сюда приехал ради приключения. Я понимаю, что жизнь одна, я понимаю, что она рано или поздно закончится. У меня неприятная история была, когда мне было 15 лет. Я один день помню, что смотрю на себя в зеркало и понимаю, что я как-то не так правым глазом вижу. Я обрадовался. Маме сказал, что мама, я получу очки. Мы обратились к врачу, обнаружили опухоль за глазом. Ну, тогда я не понимал, тогда я не знал, потому что доктор на меня смотрел, и мама с папой вот приказали выйти из офиса, и они вот дальше разговаривали с врачом. Потом мне мама рассказала, что все врачи отказывали тебе и сказали, что мальчик умрет. Ничего. Потом вот какой-то врач согласился и сделал операцию. Я тогда не понимал, что такую возможность мне дана. Да, конечно, я немножко загонялся из-за того, что немножко неровно выглядели. Но потом уже вот 5 лет назад, 6 лет назад понял, что, слушай, я жив, я могу дышать, у меня тут все в порядке. И поэтому думаю, что если бы я сюда не приехал, я бы пожалел, потому что жизнь одна. На миг она проходит, ты ничего не чувствуешь, ты ничего не понимаешь. Даже сейчас, когда я нахожусь в своей мечте, это мечта моя, приехать в Россию. Сейчас даже вот переживаю, что я все пропускаю, я ничего не могу видеть, потому что я всегда занят. Шах, расскажи про свой подкаст. Так, у меня есть подкаст под названием Persian with Dallas, то есть персидский с Далласом. Даллас, как уже рассказал, это третье имя мое. Там я рассказываю про Иран, про культуру, про то, что со мной происходит, про то, как люди думают. Вот в последних выпусках я рассказываю о том, что я вижу в России, как люди здесь отличаются от людей в Иране и так далее. Это на интермедиа. То есть я чисто на фарси, простым персидским языком разговариваю, для того, чтобы слушателям было понятно. На какую целевую аудиторию направлен твой подкаст? На первом месте это Америка, 27%. К сожалению, Россия это меньше 1%. В Америке есть американцы, которые хотят изучить фарси. Да, естественно. Очень интересно. Там в Америке очень много иранцев живет. Да. Очень много. Да, там есть в Америке город под названием Лос-Анджелес. Там даже свой район, вот иранский район там есть. Там все вывески, все на персидском языке. И там даже продают наши национальные вот хлеба,
вот барбари, саньяк, лаваш. Лаваш вы знаете, наверное. Мгм. Так что да, интерес есть. Да, не забывайте, я вам что сказал, что не только рожки погладить, подоить, конечно, и сделать памятные Саш, фотографии. расскажи про любимые места в Нижнем Новгороде. Одно из моих любимых мест в Нижнем Новгороде это именно эта улица, Ага. это Покровская улица и Чкаловская лестница. И Она там дальше. там дальше, да. И набережная, Волжская набережная. Это Ага. очень круто. Первый город в России, где ты был, это Москва. Это Москва. Ну, расскажи про то, как ты первый раз вот познакомился с этим городом. Мне кажется, что мне нужно было сначала в Нижний Новгород приехать, удивиться, а потом, когда Москву увижу, там больше удивления было. Потому что вот в первый раз я Москву видел. Это Москва для меня, это будущее, это не город, это вообще будущее. Но все равно в Нижнем есть свои особенности. Конечно, конечно. Город хороший, город большой, город тихий. То есть люди как-то, я могу так сказать, что они все в спешке, да, но они добрее как-то. Ты переехал в Россию уже после событий 22 года. Да. Не было ли у тебя желания вернуться обратно в Иран? Нет. Я вот вначале в Москве жил, а потом здесь. Я никакой безобразия не видел. Так что мне здесь комфортно. Я не чувствую себя под угрозой. Я сейчас здесь чувствую как дом. Укрепляют ли санкции дружбу между Россией и Ираном? Я считаю, да. Хотя в идеальном мире было бы лучше, если никакой санкции не было. Чтобы все могли вот дружно жить, все могли бы дружно продавать, покупать свои товары и так далее. Но раз такая ситуация, то говорят, что безвыходных положений не бывает. Вот здесь, уже после 2022 года, это выход. И России выгодно, и Ирану выгодно для того, чтобы взаимодействовать. Потому что обоим странам нужны друг друга. Как ты считаешь, как повлияли санкции на Иран? Положительно или отрицательно? Слушай, и положительная сторона есть, и отрицательная сторона есть. Положительная сторона, это, я думаю, что это заставляло и заставляет Иран для того, чтобы он начал производить, он сам начал производить. Это, я думаю, хорошая сторона. Но есть неблагополучная и плохая сторона. Это то, что ты отключен от всего мира. Это немножко мешает. Ты, допустим, хочешь вот кроссовки заказать, да? Из Европы или из какой-то страны, ты не можешь, потому что банковская система в Иране уже вот внутренняя, она не связана с мировой банковской системой. И это немножко сложно. В чем Иран преуспел лучше всех в мире? Как ты считаешь? Я считаю, что в Иране лучше любой точки мира делают ковры. Лучше любой точки мира делают какие-то ручные работы. Но вообще я считаю, что персидское гостеприимство нигде найти никто не может. Но в России тоже есть гостеприимство. Я с этим столкнулся. Но все равно персидское гостеприимство это вообще другое дело. Вообще. Был такой случай, что я проводил тур по Тегерану. То есть русские приезжали. И какой-то человек подошел к моему туристу и говорит, что слушай, давай сегодня ко мне приезжать домой. Я перевел ему, и он сказал, почему? Он же меня не знает. Я говорю, слушай, не бойся. Они дружелюбные, они хотят просто тебе показать, что такое Иран, кто такие иранцы. То, что говорят в СМИ, особенно Запада, это неправдивая информация. То есть человек прям от души хотел его угостить, хотел
чтобы он ночевал у него дома, хотел, чтобы он наслаждался время, когда он проводит в Иране. Расскажи, пожалуйста, какие у иранцев возникают стереотипы по отношению к России и русским людям? Во-первых, это медведь, водка, холод и люди, которые никогда не улыбаются. А медведь в каком плане? Медведь, вот иранский человек думает, что русский заведет себе медведя в качестве домашнего животного. Ну, сейчас ты понимаешь, что это глупости? Конечно. Ну, касательно холода, ты, я думаю, сам ощутил, что это не стереотип, а, наверное, правда. В России действительно холодно. Касательно водки, ну да, мы ее любим, пьем. Не так часто, как кажется, по праздникам. Редко, но метко, да? Да, любим застолье. По поводу мины на лице, да, ну это защитная такая реакция больше, ну не всегда. Вот, как правило, люди в метро, когда едут на работу или усталые с работы, да. Ну а так мы любим улыбаться. Я понимаю, что русский без повода не улыбается. Скажи, пожалуйста, какие стереотипы у русского человека об Иране? Ну, скажи 3 основных стереотипа. Слушай, ну мне кажется, это, ну, так как Иран такая религиозная страна, ну, мне кажется, это повышенная религиозность чересчур. Хотя она исламская страна, да, может быть, это и нормально, но мне кажется, все-таки повышенная религиозность, первое. Второе, это некая консервативность в одежде, во внешнем виде, и это как бы связано, наверное, еще с стереотипом отсутствия современности. Есть что-то, что ты можешь развеять из этого? По поводу консервативности в одежде, это вообще не так. То есть иранец может вот одеваться как он хочет. По поводу отсутствия современности вообще не так. То есть каждый турист, когда приезжает в Иран, удивляется. Все думают, что мы на лошадях катаемся, у нас нет кровати и так далее. Вот, вовсе не так. Слушай, а как тебе идея спросить у прохожих, что они думают об Иране? Может быть, что-то дополнит к моему ответу? Конечно, давай, я полностью согласен. Давай Всё, спросим. давай, погнали. Что у вас ассоциируется с Ираном? С Ираном финики ассоциируются. Вот, потом ассоциации какие? Ну, Иран дружественная нам страна. Первое, что пришло в голову, мысль, это что-то с войной связано. У меня возникает стереотип пустыни почему-то. Пустыня? Да. Там мужья хорошие. Такая закрытая страна. Война. Почему-то с войной у меня происходит. С войной? Да. А у вас? Также. Тоже война? Да. Первая ассоциация ваша. Война? Когда говорю я Иран, о чем вы думаете? О дружбе. Мусульманская страна, и женщины там не считаются за женщин. Восток, древние традиции. Персия. Персия, Ух ты. естественно, конечно, более современные события, иранские войны. Я вам так скажу, что мне 30 лет. Я ни разу в жизни автомат своими глазами не видел. Пустыня есть, Нет, и пустыни леса тоже есть. У нас море огромное, у нас Персидский залив. То есть разнообразный климат. То есть сейчас можно кататься на лыжах прямо сейчас в горах на севере Ирана. И можно именно в это время летать на юг и купаться в Персидском заливе. В Иране вообще войны нет. Вот, то есть последняя война была с Ираком, то есть с соседней стороной. 8 лет продолжалась, и все закончилось. Закрытая сторона — это из-за санкций. А сейчас закрыты из-за санкций, нельзя приехать? Конечно, можно поехать. Ежегодно очень много русских приезжают в Иран и смотрят на цивилизацию, которую построили уже 2500 лет назад. Что первым делом надо посетить, посмотреть, попробовать? Обязательно посетить Тегеран, это столица Ирана. Обязательно Шираз и Эсфахан. Эсфахан называется, раньше известен был Несве Джахан, значит половина мира. То есть раньше думали, что если человек этот город видел, значит он половину мира видел. Есть еще стереотип, что для девушек там не очень безопасно. Вот если мы хотим поехать, что вы на это скажете? Просто вам придется в платье ходить на улице. Ну, примерно как сейчас выглядите, в Иране нормально. А открытая одежда, юбки? Юбки нельзя.
На улице, к сожалению, нельзя. Это правило Исламской Республики Ирана. То есть, получается, все люди, которые приезжают в Иран, обязаны соблюдать какие-то постулаты ислама? Не ислама, соблюдать какие-то правила страны. Я тоже здесь соблюдаю какие-то правила. Культура и религия как-то связаны, приплетены вместе. И поэтому многие люди, конечно, не могу сказать, что все религиозные. Нет, есть светские, но все соблюдают вот эти правила. Из Ирана еще люди есть из вашей страны, которые учатся здесь? В этом городе? Да. В этом городе почти 33 человека в Лобачевском учатся. Да. Я в НГЛУ. А специальность? Это на медицина. На медицину? Да. Так. А вы? Я вот сейчас на подготовительном факультете, то есть я все еще учу русский, но через 5 месяцев уже поступлю на главную специальность, это журналистика. А может, какой-то вопрос хотите задать иранцу? Нет, спасибо, я не могу. А скажите, знакомые, например, с персидскими коврами, персидская кошка, вот это все, или там финики? А это как же? Это же все иранская Да, продукция. Да, все знакомо. Да. Может, еще что-то вспомните? Ну, может быть, вспомню только потом. Хорошо, спасибо вам большое. Хорошего дня. Хорошего дня вам. Спасибо большое. Всего хорошего. Вам тоже. Шахрияр, ты приехал в Россию один. Да. У тебя здесь был кто-то уже до того, как ты приехал? Знакомые, друзья, да. То есть, в первую очередь, ты начал общаться с ним? Да. То есть уже несколько лет назад я начал найти себе русских друзей. Но в основном мои друзья сейчас в Москве. Расскажи, были ли у тебя свидания с русскими девушками и как это происходило? Мы познакомились на сайте знакомства. Мы увиделись где-то в парке. Я сразу через 5 минут, 10 минут понял, что это не мой человек. Я вообще не могу с такой девушкой быть. С такой девушкой даже проводить время в качестве даже друга, даже подруги. Вообще. Что было не так? В Иране есть, конечно, очень много фруктов, да? Ты берешь фрукт, он снаружи очень красиво, очень красиво. Ты открываешь, ты видишь гнило. То есть я к чему? Я к тому, что внутри человека это важнее наружности. Вот. Угу. Второе свидание очень интересно было. Ты не будешь говорить о том, что было с той девушкой не так? Да, нет. Так плохо было. Противно было, даже не представляешь. Таких девушек я в жизни не видел. Что, она хотела, чтобы ты платил за нее или что? Нет, я платил, я всегда плачу, ничего страшного. Нет, дело не в этом, дело в том, что она просто сидела вот так. Ну что? Ага. И? Вот странно. Эх. То есть она вела себя высокомерно? Очень сильно, Угу. очень сильно. А второе свидание? Второе свидание очень хорошее, мне очень понравилось. Мы с ней познакомились в университете. Я ее позвал в кино. Уже долгое время мне приходилось ее переубедить, то есть убедить в том, что давай со мной в кино. Я ей подарил волейбольный мяч. Я постоянно ей писал, чтобы она знала, что я ухаживаю за ней. Чтобы она знала, что она мне дорога. Мы сходили в кино, все было отлично, я до сих пор с этой девушкой. Ты видишь свое будущее с русской девушкой? Да, вижу. Расскажи, где и как знакомиться в Иране. В Иране в последнее время онлайн. Онлайн. Это не очень хорошо, но онлайн, да. На улице... Там есть сервисы, прям сервисы знакомств? И сервисы есть, но в основном обычно в группах различных, в Инстаграме, не знаю. Я слышал, даже в Иране есть улицы, где люди прям машины так медленно едут, прям улица знакомств. Там обычно все эти улицы для знакомства находятся на севере города.
И две машины параллельно едут друг к другу и просто передают какие-то бумажки с телефоном. там и так Раньше далее. бумажки, а сейчас просто берут вот ID Инстаграма или вот продиктуют номер телефона. Ну, то есть просто она кричит, либо он просто фоткает, да, там, телефон там и так Не, далее. почему фотка? Вот две машины, вот мужчина говорит, красавица, как дела? Если она отвечает нормально, они понимают, что они хотят друг с другом познакомиться, то будут обмениваться контактами. В Иране очень красивые девушки, это факт. Очень популярная пластика носа. Операция супер дорогая. В Иране нет. Сколько стоит эта операция? Давай. Операция. Примерно. Примерно вот эта операция по носу стоит от 20 тысяч начинается Да. до 100 тысяч. Ну, то есть это от одной средней зарплаты в Иране до 5 средних зарплат в Иране. Да. Если так судить, то это дорого. Если сравнивать вот эту стоимость в Иране и в России, ты поймешь, что всё-таки в Иране очень Я понимаю, да. дешево. Но мы сейчас говорим именно про иранских девушек. Да, копят, или родители платят за это. Все-таки они же хотят красиво выглядеть. Да, и я слышал, что некоторые девушки, чтобы показать уровень своего благосостояния, просто клеят пластырь на нос. Ты понимаешь, это в школе такое. Вот среди взрослых я вот такого не видел. Потому что если вот нос вот такой, если пластырь наклеиваем, все-таки видно. Но все-таки, знаешь, если смотреть так... Прямо не видно, да? Что... Ты же ехал сюда с какими-то ожиданиями. Вот есть ожидания, которые не оправдались точно? Ожидания, которые не оправдались, это именно общение между незнакомыми людьми. То есть я ожидал, что русские, вот незнакомые русские друг с другом более уважительно обращались, но получилось так, что нет. Я вот много раз наблюдал в общественных транспортах, что люди друг на друга кричат. Это для меня не очень понятно. Я сам человек из Ирана, из вот другой культуры. Вот так не поступаем по отношению к людьми. То есть у вас не принято выражать свои эмоции в общественных местах? Не то, что не принято выражать свои эмоции в общественных местах. То есть, допустим, если в автобусе кто-то наступает на мою ногу, и вначале я начинаю извиниться. Извините, что моя нога была там, где не надо было. Вот. И другой человек тоже. Вот. Я вижу, что в автобусах, в метро, вот, в России вот такое нет. Такого вообще нет. Шахрияр, расскажи о своих увлечениях помимо основной работы. Может, ты не поверишь, но кроме языков у меня других развлечений нет. То есть я наслаждаюсь, когда читаю книги. Я вот в последнее время купил книгу под названием «Дом в котором». Это опять фэнтези. Я ее обожаю. То есть я читаю, по-русски я работаю вот с русским языком, я слушаю подкасты, я смотрю вот видеоролики на русском языке. То есть я получаю удовольствие от русского языка. Я вот буквально влюблен в русский язык. Скажи 3 главных качества русского человека. Трудолюбивый, пунктуальный, суровый. Потому что, вот честно говоря, снаружи русские очень сурово выглядят. Но когда ты начинаешь разговор, ты понимаешь, что это как я, это он нормально. Ну, то есть это некая такая защитная оболочка. Конечно, конечно. В Иране не так? Не так. В Иране все сразу улыбаются люди улыбаются. друг другу всегда. Это принято. То есть я понимаю, что я помню, наши преподаватели нам говорили, что если вы приедете в Россию, не улыбайтесь на улице. Мы спрашивали, почему. Все говорили, что если вы улыбаетесь на улице, все думают, что вы дураки. А чего тебе не хватает в России? Давай этот вопрос, нет, не надо. Ну, только денег не хватает, я не хочу прям жаловаться. Потому что с деньгами можно все, что ты хочешь сделать. Это вот факт.
А если бы у тебя сейчас была возможность посетить любое место в России, ты куда бы ты сейчас поехал? Прямо сейчас? Вот прямо сейчас. Я бы посетил Волгоград. Волгоград? Волгоград. Знаешь почему? Да. Потому что там Нет. памятник очень большой, Мгм. и там панорама очень красиво. Где бы ты хотел, чтобы жили твои дети? И почему? Я бы хотел, чтобы мои дети жили в Москве, в самом хорошем городе, который я знаю. Потому что город большой, я люблю суету. Я думаю, что мои дети тоже будут любить суету, будут любить толпу, будут любить даже запах метро в Москве. И я точно уверен, что они могут найти свою дорогу, находясь в большом городе, в хорошем городе, как Москва. Какие есть различия и сходства в образе жизни людей, живущих в этих странах, в Иране и в России? Здесь люди постоянно работают. То есть с 6 утра просыпаются, до позднего вечера работают. Иранский человек любит отдыхать, любит сидеть. Ну, конечно, он работает, но больше всего он любит отдыхать. То есть он ленив? Нет, он не ленив. Он все-таки по сравнению с русским человеком, он немножко меньше работает. То есть ему позволительно меньше работать? Он может себе позволить. Я в Иране работал в горнодобывающей компании, и 2 недели работал, 2 недели не работал. То есть даже в это время, когда я работал, все шло очень медленно. То есть нагрузка на меня не было. Но я сам всегда сидел, читал, не знаю, занимался и так далее. Но все равно я видел своих коллег, да, они более спокойно относились к работе. Всегда говорили, что это же работа, это же не важная часть жизни. Важная часть жизни для иранцев это является семьей. Эта семья самая важная для нас. Ты хочешь продолжить жить в России или вернешься в Иран? Это уже время покажет. Я сейчас не могу решить, потому что очень много факторов здесь действуют. Так что точно не могу сказать, что вернусь или останусь. Тебе сейчас 30 лет. Расскажи, что ты должен сделать до 35 лет, чтобы чувствовать себя счастливым человеком? Я сейчас чувствую себя счастливым человеком. Может, не веришь, но сейчас я чувствую себя счастливым человеком. Когда мне было 16 лет, я купил себе телефон в то время. И я набрал рандомный номер телефона. Получается +1, это Америка. Это просто я звонил, и мне было интересно слушать настоящего иностранца. Очень интересно было. А сейчас, буквально неделю назад об этом думал, что я сейчас взаимодействую с иностранцем. Я сейчас не в Иране, я сейчас в другой стране. Это моя мечта сбилась. Это круто, это отлично. И лучше этого не бывает. Я уже сказал, что у меня руки, я здоровая, слава богу. Все отлично. Так что живем. Что дальше? Живем, наслаждаемся жизнью. Я планирую путешествовать по России. Я это обожаю. Надеюсь, что в этом году съезжу в Мурманск. Надеюсь, что в следующем году на Камчатку. Так что я работаю только ради путешествия. Спасибо, Шахрияр. Пожалуйста. Тебе спасибо.